Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ермина. Я рада вас приветствовать на своем канале. А сегодня я хочу с вами поделиться очередной творческой идеей. Свяжем образец узора. Также я вам расскажу, как связать данную модель. И поделюсь с вами в конце видео выкройкой и схемой вязания узора. Посмотрите, какой замечательный узор мы сейчас будем с вами вязать. И этим узором связана данная модель. Узор вяжется очень просто. Состоит всего лишь из 2 рядов в высоту раппорт узора и 8 петель в ширину. Если вы не будете вязать данную модель кардиганом, пальто, все равно присмотритесь к этому узору. Он очень универсальный и подойдет для вязания многих вещей. Жилет, кардиган, жакет, кофточку, топ. Вид узора с одной стороны и с другой стороны. Информация по пряже, из которой я буду сейчас вязать вместе с вами образец узора. Примерно 220-240 метров в 50 граммах. Крючок номер 2. Набираем 27 петель. Раппорт узора состоит в ширину из 8 петель и всего лишь 2 ряда в высоту. Я набираю всегда на 2-3 петли больше, дополнительно для удобства вязания. Наберу 29 петель. Вяжем первый ряд. 3 воздушные петли. От конца цепочки пропускаю 4 петли. В 5-ю петлю провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, пропускаю 3 петли цепочки, 1, 2, 3, в 4-ю петлю провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. В эту же петлю, в 4-ю, провязываем еще 1 столбик с одним накидом. Связали галочку. Галочка — это называется элемент. 2 столбика с одним накидом, либо с 2 между столбиками. Цепочка из воздушных петель. У нас с вами 2. 1 воздушная петля. Пропускаю 3 петли цепочки. 1, 2, 3. В основании 4-й вяжем 3 полустолбика с одним накидом. 1, 2, 3. 4 петли на крючке. Соединяем при помощи рабочей нити вместе. Значит, мы связали элемент из 3 столбиков с одним накидом, с общей вершины и с общим основанием. 1 воздушная петля. Теперь давайте с вами рассмотрим, из чего же состоит у нас раппорт. Раппорт начинается с галочки. Галочку мы будем вязать в 4-ю петлю. Пропускаю 1, 2, 3, 4. Значит, вяжем галочку. Это начало у нас будет раппорта. 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, и в эту же петлю, в 4-ю, провязываем 2 столбик с одним накидом. Получили галочку. Дальше в основу раппорта входит 1 воздушная петля. И пропускаем 1, 2, 3 петли. В 4-ю петлю мы провязываем с вами 3
полустолбика с одним накидом, с общим основанием и с общей вершиной. Вот этот элемент входит в раппорт. И заканчивается раппорт одной воздушной петлей. Все. Значит, смотрите. У нас получается галочка, одна воздушная петля, 3 полустолбика с одним накидом и одна воздушная петля. Следующий раппорт начинается 1, 2, 3 с 4 петли, и в нее мы провязываем галочку. Вот эта галочка — это начало следующего раппорта. Так как мы узор будем с вами вязать прямыми и обратными рядами, значит, 2 воздушные петли, и в эту же петлю вяжем 2 столбика с одним накидом. И данная модель жакета, кардигана, летнего пальто вяжется тоже прямыми обратными рядами. Я сейчас вам не буду показывать, как вяжется данный узор по кругу. Заканчиваем вязать ряд, 1 воздушная петля, пропускаем, здесь мы 1, 2, 3 петли, в 4 петлю вяжем 1 столбик с одним накидом. И в следующую петлю провязываем 2 столбик с одним накидом. Все. Связали с вами первый ряд узора. Раппорт узора у нас с вами начнется не с первого ряда, а давайте со 2 ряда. Будет у нас начало раппорта, первого раппорта. Для начинающих давайте еще раз рассмотрим, из чего же состоит раппорт. Значит, вот смотрите, первая петля — это тут место, где мы вязали 2 столбика с одним накидом, между ними 2 воздушных петли. И заканчивается раппорт петлей перед галочкой, вот перед этим элементом. И посчитаем количество петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раппорт 8 петель. Все, надеюсь, я вам понятно объяснила. Вяжем по счету, это у нас будет 2 ряд узора, либо первый ряд раппорта. Значит, раппорт узора у нас будет начинаться со 2 ряда. 3 воздушные петли подъема. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину столбика с одним накидом под косичку, это значит за переднюю и заднюю стенку, провязываю 1 столбик с одним накидом. Между столбиками вершину галочки поверх цепочки вяжем 7 столбиков с одним накидом с общим основанием. Первый столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Связали с вами один раппорт, веерочек, состоящий из 7 столбиков с одним накидом. Между веерочками всегда вяжем по 1 воздушной петле. 1 воздушная петля. Приступаем к вязанию 2 раппорта. Поверх цепочки между столбиками вяжем 7 столбиков с одним накидом. Первый столбик с одним накидом, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Связали 2 раппорт.
Между раппортами провязываем одну воздушную петлю между веерочками. Приступаем к вязанию третьего раппорта. Опять же, вершину галочки поверх цепочки вяжем 7 столбиков с одним накидом. Так, 2 столбика, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков с одним накидом. И заканчиваем ряд точно так же, как начинали. Вершину столбика с одним накидом под косичку провязываю 1 столбик с одним накидом. В первую петлю от столбика слева вяжем второй столбик с одним накидом. Все, связали 2 ряда. Второй ряд — это первый ряд раппорта в высоту. Приступаем к вязанию третьего ряда. Третий ряд — это будет у нас второй ряд раппорта. И вяжется он точно так же, как первый ряд. Для начала вязания мы провязываем 3 петли подъема. Они засчитываются как за 1 столбик с одним накидом. Разворачиваем вязание на другую сторону. Вершину столбика с одним накидом под косичку вяжем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Пропускаю 1, 2, 3. 3 столбика с одним накидом. А в вершину 4-го, это у нас получается центральный столбик в веерочке, провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. В эту же вершину 4-го столбика под косичку вяжем 2 столбик с одним накидом. Связалась у нас с вами галочка. Вот с этой галочки начинается раппорт узора. 1 воздушная петля. Здесь между веерочками у нас было связано 1 воздушная петля. Вот поверх этой воздушной петли вяжем 3 полустолбика с одним накидом, с общим основанием и с общей вершиной. 4 петли соединяю вместе при помощи рабочей нити. 1 воздушная петля. Все, связали 1 раппорт узора. Приступаем к вязанию второго раппорта. 1 накид на крючок, пропускаю 1, 2, 3. Вершину 4-го столбика под косичку вяжем 1 столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. В эту же вершину, в это же место провязываем 2 столбик с одним накидом. Связали галочку. От этой галочки начинается у нас раппорт узора. 1 воздушная петля. Между веерочками поверх цепочки из 1 воздушной петли вяжем 3 полустолбика с одним накидом, с общим основанием и с общей вершиной. 4 петли вместе соединяем в одну. 1 воздушная петля. Все, связали раппорт. Приступаем к вязанию следующего раппорта. 1, 2, 3. 3 столбика пропустили. В вершину 4-го под косичку вяжем 1 столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. В это же место провязываем 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля и заканчиваем ряд так же, как начинали. Вершину столбика под косичку провязываем 1 столбик с одним накидом, а в 3-ю петельку подъема 1, 2, 3 вяжем 2 столбик с одним накидом. Мы с вами связали, по счету здесь всего у нас связано 3 ряда. Из них
второй и третий составляют один раппорт. Далее вы можете перемотать видео и вязать, повторяя за мной, со второго по третий ряд включительно. То есть все время повторяется второй, третий. Вяжите до нужной высоты узор. Давайте еще раз мы с вами повторим принцип вязания второго ряда. Это будет у нас первый ряд второго раппорта. Буду я его вязать точно так же, как мы вязали с вами вот этот второй ряд, там, где у нас связаны веерочки. Значит, кто умеет читать схемы, вяжет по схемам, а кто учится вязать крючком, отрабатывают технику вязания на узорах и вяжете вместе со мной. Значит, 3 петли подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. В вершину столбика с одним накидом под косичку провязываю 1 столбик с одним накидом. Теперь в каждую галочку в вершину поверх цепочки мы будем с вами вязать по 7 столбиков с одним накидом. Между веерочками, раппортами провязываем одну воздушную петлю. Переходим к вязанию второго веерочка, второго раппорта. Значит, поверх цепочки, где связано между столбиками 2 воздушные петли, вяжем 7 столбиков с одним накидом. Одна воздушная петля, опять же между столбиками поверх цепочки провязываем 7 столбиков с одним накидом. Заканчиваем вязать ряд, провязывая вершину столбика с одним накидом под косичку, 1 столбик с одним накидом, и в третью петельку подъема 1, 2, 3 вяжем 1 столбик с одним накидом. Связали мы с вами по счету, это получается 1, 2, 3, 4 ряда. Далее вы перематываете видео на начало вязания третьего ряда и повторяете за мной, вяжете 5-й ряд узора точно так же, как вязали вот этот 3-й ряд. Связала образец узора, давайте рассмотрим его поближе. Вот так смотрится изнаночная сторона узора. Я бы сделала ее изнаночной. И лицевая. Посмотрите, какая прелесть. Очень легко вяжется, настолько легко и просто, что свяжет даже начинающая. Здесь получается вяжется кардиган, смотрите, каким образом. Вот такой вот фигура здесь идет, рукава, отверстие для рукава, и единым полотном, без единого шва вяжется данная модель. Я здесь пунктиром просто обозначу, чтобы вам легче было понять, что же это такое. Здесь 47 сантиметров, это деталь спинки, спина. По 21 сантиметру это левая полочка, правая полочка. И получается, мы все суммируем. Значит, на полочке, ширина полочек у нас 42. Это гораздо меньше. Значит, получается, данная модель кардигана, она
полочки не стыкуются, а на распах вяжется. Ну, это, в принципе, и видно на фото, а вы можете изменить. И обычно вяжутся всегда полочки на 1-2 раппорта больше, шире, чем спина. Получается, я всегда прибавляю на одну полочку раппорт, на вторую полочку раппорт. И перед у меня на 2 раппорта всегда шире, чем спина. Это вяжутся женские модели, для детей можно не прибавлять на свободу полочек. А обычно так вяжем, если размер груди 3 и более, чтобы полы не распахивались. И здесь у нас 88 получается по обхвату бедер с кардигана. Надо еще учитывать свободу прилегания. Скорее всего, здесь 42-44 размер российский. Даже 42-й, потому что для 44-го по бедрам будет мало. Значит, вот здесь вот я вам эту выкройку оставляю. И вы по аналогии можете пересчитать для своего размера. Сделать чертеж, схему и вязать уже по этой выкройке. Хотела вам сделать расчеты для размеров российских, начиная от 44-го и более, но подумала, что у нас у всех с вами параметры разные. Вот, допустим, моя фигура не вписывается ни в какую таблицу, потому что у меня по бедрам одни значения, то есть я, получается, допустим, ношу размер 50, по груди 52, по талии вообще 48. И получается, какой размер выбирать, я не знаю. И для этого я всегда вяжу вещи, снимаю мерки свои индивидуальные и делаю расчеты по своему типу фигуры. У меня фигура в виде песочной часы. Это когда тонкая талия, большая грудь и красивые бедра. Подробно на процессе вязания не будем останавливаться. Здесь вот деталь спины, она на 12 сантиметров длиннее, чем левая и правая полочки. Вырез горловины на схеме квадратный, его можно скруглить за счет обвязки края, либо связать треугольником. Но это нужно подстроить схему вязания, заранее ее переделать. Можно, опытные рукодельницы в процессе вязания могут связать V-образный вырез горловины здесь. А отверстие для руки, значит, 18 сантиметров получается для 42 размера. Для каждого размера будет вот этот отрезок разный. До 24 может доходить. Для 56 российского. А так все понятно. Значит, вы просто берете за основу вот эту выкройку. Здесь 42 размер. Российский, не европейский, российский. Прибавляете к этим значениям по 4 сантиметра. То есть разница в размерах 4 сантиметра. И пересчитываете. Вот определяете ширину вот этого полотна. 2 полочки плюс спина. Все вот эти вас параметры только должны интересовать. Сколько деталь спины и сколько полочки. Ну, тут еще немножко плечо изменится. А так, все одинаково. Вырез горловины тоже он мало чем отличается. И разница, конечно же, вот в этой длине отверстия для руки. Так как здесь зависит от размера, конечно, и полноты руки в районе предплечья. Я с вами не прощаюсь. До завтра. С вами была Елена Эрмина. Всем пока-пока.